А любите ли вы соседей, так как я их люблю, родименькие мои любименькие соседи? Ну, по статистике, в первые 10 секунд отваливается процентов этак 30 зрителей этого видео. Поэтому будем надеяться, что в этих 30% и были мои соседи, ведь на самом деле они меня дико бесят. Эти чертовы неадекваты, у каждого свои какие-то тараканы в голове. С вами Life is Strange, и сегодня, как вы догадались, будет выпуск под названием «Соседские войны». Поехали! Ребенком вы только прикрываетесь. Уйдите вы отсюда, сами мы вызываем сделали милицию. Без ребенка не в растеничку. А вы один одиночка, что ли? Где мамочка? Вы Не ваше сделали дело, без где ребенка. мамочка. Это Не ваша ваше вина. Вы в нас том. уже не сдерживаете, вы прописываетесь, вы сами с Украины, правильно? Вас не должно волновать, откуда я. Вас не должно это волновать. Откуда вы, как Вас это не должно волновать, откуда вы. Если вам мешает шум ребенка, делайте шумоизоляцию. Вы живете в социуме, вам мешает ребенок. Вы не смотрите, мешает неадекватное поведение его родителей. Вы кричите, Вы когда Все, уйдите устраиваете отсюда. скандалы и разборки, Уйдите между собой, отсюда. вы Вы вспоминаете, можете вызвать милицию? Я не могу отойти от ребенка, у меня жена в магазине. Вы вызовите, пожалуйста, наряд. Ребенок не мешает, не надо прикрываться ребенком. А кто сейчас бегал? Кто сейчас бегал? Вы со своей женой. маленький ребенок. Кто сейчас бегал? Вызовите, Я уже пожалуйста, своих милицию. соседей пригласила, чтобы вас послушали. У меня уже Вот у меня соседи, у меня тоже вашего куча. неадекватного поведения. Все. А если ты тот самый сосед, который уже задолбал меня, который кладет постоянно колесо на свое парковочное место возле моего дома, чтобы его место не занимали другие машины, то знай, я тебя когда-нибудь запишу, и ты попадешь на мой канал, на канал «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И, кстати, данное видео несет исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. А на примере данного конкретного видео я хочу продемонстрировать, что люди, ну раз вы уже живете в одном доме, ну давайте друг друга уважать и как-то более терпеливо относиться. Уровень болезни. Я вот сколько лет живу, я здесь убираю. А вы здесь свиничаете. Я свиничаю. Да, Я свиничаете. здесь полы мою с утра до вечера. Ты здесь ходишь каждый день, туда-сюда грязь таскаешь. Сейчас соседи выйдут и объяснят, как ты делаешь все. Сейчас мы Да, разберемся. сейчас разберемся. А соседи здесь, кто здесь такие вообще? Они не А при соседи чем. кто такие? Да. Соседи, живем мы здесь. И пускай они живут Да. там. Что дальше-то? Причем ты здесь наш коридор, я не могу понять. Ты Да. здесь грязь таскаешь с утра до вечера. Че, да? Я говорю, то квартирант у вас здесь жили, говорю, блядь, и самое. Причем ты мне квартирант Да, не говоришь? То вы теперь живете, то брат жил здесь, Я говорю. с ножом бегал, то ты теперь бегаешь с кулаками. Я машешь. говорю, то ты больная, а здесь не давал жить Больная? квартирантам, то брату моему, то мне. Да, какая у тебя, какая карточка-то? Желтая или какая, А брат зеленая? твой с ножом бегал. Брат мой, я за брата не Бегал. отвечаю, я за себя говорю, да. И ты тоже с кулаками. У меня ребенок машешь. спит, Чё короче. ты меня выгнал в коридор-то? Тебя никто не выгоняет, ты с ума сошла просто что-то здесь Я скачешь. с ума сошла. Да. Я говорю, уберите отсюда все. Я не буду ничего убирать. Не будешь играть? Нет. Тут у тебя здесь куча говна стояла. какой-то Говно у собрал. тебя в квартире, во рту и на тебе одето. Вот, и ты говно. Че Да, тебе надо? здесь у нас общее. И Здесь будь общее. должен соблюдать такой Вот, порядок. я поставил, хочу ставить, Да. пускай стоит все. Почему не должен стоять-то? А почему бы нет? Да. Кто мне запрещает, ты что ли? В своей квартире, пожалуйста, наводи порядки, ясно тебе? Ну, сейчас милиция вызовет, сосед придут. Вот пускай кто И будешь- хочет приходит. будешь кулаками стучать. А никто кулаками стучит, а ты с ума сошла, какую-то херню Да. говоришь Я просто. тебе говорю, убери отсюда Да все. я не буду ничего убирать, с Почему какой ты не будешь стати? всё убирать? Значит, на помойку вынесут. Ну блин, приедет милиция, пускай за мои вещи ты будешь отвечать. Не буду я Да, отвечать. они денег стоят все. Да, то, что у тебя в квартире, ты сохраняешь. Да я даже сейчас вот в Да. коридор поставлю, если мои вещи тронешь на Да. улицу. Ну Ты что будешь ты за это прям? отвечать, законов не знаешь, будешь Да. учить их, Ну, да. значит, сядешь на кулаки. Из какие кулаки-то? Да, Где? сядешь на Кто кулаки. тебя даже никто не трогал, Да. ты что ты рассказываешь, а? Это ты кулаками А смашешь. что делать? Что делаешь? Я же в квартире своей подойти не могу. Да конечно, да. Пожалуйста, приходи, кто тебе не дает-то. Вы что, блядь, чушь всякую несет? Вот вы же бицепсами передо мной. Давай, давай, давай. Вы же бицепсами А я сейчас вас передо тоже мной. на видео сниму. Да. Кто есть? А вот, ага. Давай, давай, рассказывай. Варя, убери, пожалуйста. Да не здесь буду всё. я ничего Здесь убирать. такой порядок, с соседкой нам ходим, вот с наглой Да. рожей живет. С наглой Хочу и ставлю. Тебе Да. что? Иди в милицию, заявляй вот на то, что я не с тобой здесь поставил. Нет, тоже что-то. Не Здесь туда, все- куда надо. Все ремонты делали, мы с соседку убирали здесь. Я здесь постоянно убираю. Ты здесь ходишь, грязь таскаешь с собой, не видишь. Дверь не закрываешь. Правильно, твоих вещей нет, ты здесь что хочешь творишь-то. Свинство развела. Здоровую бабу убрать не может с собой. Одна грязь. Не, ну у нее тут нет
раздеваемся. И мы хотим разуваться, раздеваться. Вот У просто... нас вешалка, мы сами ремонтируем. У нас просто вот больная не может там с собой дверь закрыть, забыть, поэтому вещи не оставляем. Мы здесь давно бы ремонт бы сделали уже. А что смотреть-то? На что смотреть-то? Сделали? Да. Вот приносили кухню, здесь у них бардак, так. ходили по соседской двери. Да это ты поцарапала дверь, пошла специально, что ты рассказываешь? Ну надо же, говорит, прошли бы дверь поцарапали. Да конечно, вышла Я она. говорю, мне мебель принесут, убери, пожалуйста. Говорю. А что же она сразу не вышла, когда дверь царапали? Что ты рассказываешь, сказки-то? Не пылится. Да. Сейчас ехала это самое, Так. сноха их говорит, ну вот мама выходит, здесь говорит, Дай у вас дверь стекло закроет, у меня стоит. сын спит, ты Да, орешь здесь. стекло стоит, зачем, говорит, вы наставили стекла? Хотим, стекло. ставим, что тебе Да. надо-то, в чем проблема? Что ты мне, вот ты кто такая, чтобы указывать, что мне, как мне жить, а? Сколько ремонт делали, мы все за вами убрали. Я все за собой убирал, и за тобой все время убираю. Если что-то не нравится, иди в суд. В чем проблема? И ты бегаешь и орешь, у меня дети спят маленькие, ты вообще нормальный человек. Я тебе рассказывал, убери. Ты в дверь мою что долбишься-то? Ты мне сказал, я тебе скажу, уезжай на 10 месяцев. Ты что, уедешь, что ли? Ты кто мне такая, чтобы говорить-то? Вот я вот такой постучала. Да у меня там все спрыгнули с кровати, ты там стучишь. Так, Вообще, зачем ты мою дверь стучишь? Тебе что надо там? к тебе стучались из дома управления, ты не пускал. Кто такие из дома? Ко мне никто не стучится, из Не дома управления, да. Я все оплачиваю, все счета, все Вы остальное. сделали Я там... перепустковку, и к вам из дома управления ходили, вы Да никого не какие пускали. дома управления там ходили? Вот ты с ума сошла. Какая тебе разница? Вот даже допустим, А я здесь ходили. живу, а я здесь живу. Ты в моей квартире живешь, ты? Так Или кто ты? Главное по дому там. Ты, да даже кто такая главная по дому для меня? Для меня ты президент, что ли? И я к тебе что, в квартиру лезу, что ли? Ты что ко мне в квартиру долбишься? Ты что ко мне в квартиру долбишься? Да отлично, что приедет. Гайс, а вы побудьте, пожалуйста, свидетелем. Что спать надо, я после ночи пришла с работы. Ну ладно, Да. понятно. Понятно. А у меня друзья в милиции. Да у меня много где друзей, не только в милиции. И что? Маша, друзья у него в милиции. Друзья, пускай тогда друзья свои, вот ты вытащил тогда сюда мебель. Пришли бы, убирали. Ты вот а сейчас что говоришь? Мебель вытащил, здесь Вот постояла, ты что говоришь? потом Вот, у подъезда вот у стояла. тебя что, едет почему? крыша, да? У тебя какая карточка-то, скажи мне Да, лучше. почему ты такой здоровый, молодой, за собой убрать не Почему ты можешь? такая больная, ходишь Да. здесь свиничаешь, с собой не убираешь? Я с собой каждый день убираю. У меня жена здесь моет с утра до вечера, здесь грязь таскаешь одну. Еще ходишь, стучишь, как тебе наглости не хватает? Как тебе наглости не хватает? Да. С ума сошла вообще, вот тут уже. Жить не даешь просто. Нет, нельзя. Тебе вообще дверь мою не трогай больше, не подходи к ней. Мусоров вызывай, пожалуйста, пускай приезжают, разберемся. Да, Да. да. Все? Успокоилась? Постоянный зритель уже заметил, что я пытаюсь привлечь внимание к нашим видосикам, зарубежную аудиторию. Ну, там всякие там субтитры пишу, там превьюшки появились на английском языке и так далее. И я тут долго думал, вот как объяснить вкратце иностранцу вот эту всю нашу особенность, всю вот эту могучесть русской души, почему мы друг друга так не любим. Мы соседи, люди, которые живут, в принципе, практически под одной крышей. Ну, ребят, вот помогите мне, напишите в комментариях, можно даже на английском языке, вот как-то кратко, вот почему вот у нас вот такие соседские войны происходят. Лично мне кажется, что во всем виной советское прошлое, еще с коммунальных квартир у нас пошло вот это все вот эти разборки, скрики, склоки и так далее. Кстати, у меня недавно выходило видео как раз таки про коммунальные квартиры, вот ссылочка на него болтается где-то сейчас там наверху экрана. Слышь ты, тебя чему-то... Это думаешь шутки, сука! Ты посмотри, как я выгляжу, а ты чмо! Ну, правильно, не Я кофта, отойди, Даша, да мне вообще! Да мне отвечай! Вот сейчас еще одна идет. Отвечай вам все, сука! Да все, сейчас милиция приедет, я вызвала. Правильно. Вас посадят! За то, что я сказала, газ распылили, пусть любой человек, если он сохнет, ты будешь виноват. Вас Пусть посадят! любой человек, который вообще не видит, Ты может, говори, сука! Ты, я не вижу тебя, сука! Отвечай вам, сука! Всех посадят нахуй! Ты вообще молчи! Отвечай, жилье. Решили Сука, в я порядке свои посажу вас! сделать. Человеческие. Свои человеческие. Да я заметила, когда ты человек на камеру Ты вообще прям человек, куда вы деться?
камешков. Какие-то свои фантазии, представления. Я прекрасно слышала все, что происходит под ним. И я прекрасно слышала, как ты снимал на камеру человека, который тут курил, когда ты ему объяснял, что он тебя типа позвал там, хотя такого не было. Я все это прекрасно слышала. Ну, если он уебан. А ну если он это ты его так назвал, понимаешь? Не он тебя. Ну, я согласен, я его так назвал. Чё дальше? Конечно. А ты думаешь, ты в элитном квартале, в районе квартиру купил? Так если ты в говне живешь, не значит, что все в говне Я в живут. говне Да. никогда не жила. Я в курсе. Да посмотри, вы Слышь ты, вы да. Я, во-первых, в подъезде мою полы. Ты хоть раз помыл полы в подъезде? Я тебя поздравляю, это тебе какие-то права дают дополнительные. Да при чем тут Ты чё, права дополнительные? Ты вот тут именно. типа не кури, ничего не сори. Мы курим, во-первых, мандам в углу. Это во-первых. И мы убираем подъезд, ты мой. А теперь меня послушай. Чтобы ты здесь курила в подъезде, ты должна оборудовать себе место, оборудовать его вентиляцией. Боже, ты ж такой Вот. самый умный тут, смотри. Ну ты, если тупая, я тебе мозгов-то добавлю. Ой, да конечно, ты не можешь добавить Да, мозгов. представь да, себе. конечно, господи, куда бы деться, какие мы умные нашлись. Представь себе. Ну, вы только и можете, что такие гандоны на камеру снимать, и только что-то... Да не просто. А теперь, Юра, ты, вот сейчас менты приедут и ответишь, что ты слепой, с кровати встать не можешь, потому что ты слепой, и я за тобой тут сижу, ухаживаю. Плохо ухаживать. Я тут не живу, понимаешь? Не кричи, тут еще люди Да есть. мне посрать. И я тут не живу, я ухаживаю за слепым. Тебе бы, сука, слепым оказаться, чтобы за тобой никогда никто не ухаживал. Ты была! Ну-ка иди сюда! Я порву тебя! А меня тут люди знают, он, даже он мне благодарен. За то, как он есть. Я не благодарен. О, ну конечно, ты думаешь, купил там по Чебанке квартиру, думаешь, купил в элитном районе и тапочки. На Рублевке. Иди сюда! Ты! Все, закрывайте. Ой, блядь! Закрывайте свой тараканик нахуй. Я тебя нарву! Падла! Сам меня отравил, гада! Ну а в этом видео, которое сейчас болтается наверху экрана, я уже рассказывал, что у жителей дома, в котором я живу, появился свой телеграм-канал, где люди наконец-таки спустя столько-то лет смогли друг с другом познакомиться, ну конечно же и параллельно и высказать все, что друг о друге думает. Но на этом история не закончилась. Недавно у них состоялось выборы главы подъезда. Ключевое слово у них, потому что я в этом безумии старался не участвовать. Так вот, этот чувак, который стал типа главой подъезда, спустя время походу стал в себя верить. Я вот все жду, когда он до меня докопается. Реально, я ему тогда расскажу, где я крутил все его выборы, его должность и куда ему пойти. Но об этом я расскажу обязательно, а лучше покажу в одном из следующих выпусков. Антон Анатольевич, на! Да я ага. Представься, и ты тоже представься. Что ты мне тыкаешь? Что как ты мне мне тебя называть? Чего ты мне Я тыкаешь? тебя оскорбляю. Что ты мне тыкаешь? Чего ты мне Ты тыкаешь? меня тварью назвала. Что ты мне тыкаешь? Тоже хорошо. Что ты мне Больше, да? тыкаешь? Кто? Он пришел мне тыкать. Убери на Что ты хочешь? балалайку, Да блядь. пускай... Я от вас, мужчина, ничего. А это уродин, это уродин. Давай. Смотри, Что? Вот вот эти вот завешал балкон гандонами вот этого, и она еще стоит, посмотри на Какие проблемы? Ребята, Собака свою гуляет, блядь. Мужчина, это как не вас дает звать, покоя. Меня? Валерий Иванович. Валерий Иванович, скажите, вы сегодня принимали алкоголь? Да, Тебя принимал. это- Дальше. Кого? Пиши дальше. Что ты хочешь? Я хочу знать, вы вообще в состоянии нормально общаться или нет? Что ты улыбаешься, для своих глаз? Руки убери. Понял? И очки сними. Ага, уже ты так начал. Ага, высшее образование имеешь. Завидуешь? Два Не высших плевать на образования. твое образование. Смотрю, у тебя вообще нет ни одного. Человек, ты говно. Да, Ты да. что, как человек. А может, ты Давай, давай. человеку, когда его не знаешь? Давно бы, блядь, Я тебя не знаю. Руки убери. Вот Сейчас, руки убери. Сейчас. Ну ты сейчас. Что будет? Сейчас. Мужчина, вы пьяный.
И он тебе слишком много вот это вот вас тебе Это вообще гандон, у меня эти все лежат. вот это уже здесь лежат. И жалобы, и все это лежит. Я сверху. Куда ты? Да сиди ты сейчас подъеду. Ну, что да не трогай ты его, он на тебя уже дважды подняла. Отойди. Что, отойди. Нарик, ну что тебе, на, поснимай. Гражданка, пожалуйста, освободите. Что? Освободи ты. Я сейчас пойду еще позвоню твоим родителям, тварь. Я еще позвоню там, где ты или работаешь, или ты учишься. Ну, пожалуйста. Я все это сообщу, вот это вот поведение и в письменном виде. Ну, пожалуйста. Вот сейчас будет, да, сейчас будет... Очень красиво. Кто тебе оплачивает? Очень красиво женщина выражается. Да, я так и сделаю. Очень красиво. Ко всему я еще позвоню. Если родители не знают моего поведения, не знают, кого ты сюда вселил, пускай знают. Сейчас приедет милиция. Вот приедет. Вот именно что приедет. Ну, так. Ага. Какой ты по счету, ты знаешь? Я уже ее тут фотографировала, и у меня зафиксировано, с кем она будет, кого она будет. А ты уже, наверное, шестой. Ты, может, белую горячку? А? Это у тебя. Гандончики-то придется поснимать. Вот сейчас покажем. Покажите. Иди посмотри. С балкона сусника посмотри, где что висит. Ну так сыночку своему скажите, чтоб не приносил. При чем тут мой сыночек? Ну так какая я тут при чем? Это свет. Что у вас висит? Это При чем свет. здесь я? Ага, это не второй этаж кидает, и не первый. А четвертый. Квартиранты кидают. Конечно. Николай, не двора повселялись, и еще что-то себе позволяют. Вы ничего не имеете. Ты в свои годы ничего не имеешь. Ты тягаешься по чужим хатам, по чужим вот этим вот узлам ты тягаешься. Ты тягаешь вот этих вот разных, которые тебя тут или содержат, или что. Ты же нигде не работаешь, ты же ничем не занимаешься. У меня во всяком случае что-то есть. Дай выговориться человеку. Никто не слушает. Ты же похожа на человека. Вы же женщина. То есть почему так сказать? Все, а ты рот закрой, Надя. Вы же С тобой женщина. вообще никто не разговаривает. Ты знаешь. Чего добились? Тебя ломало, тебя выкручивало, да выкручивало. Что ты поднял лапу, второй раз ты поднял лапу. При адреналина. Заткни свой паспорт. Если у тебя был паспорт, она стояла в законном браке, она бы не ходила по чужим углам. Это оскорбление, вы оскорбляете девушку. Это не девушка, это уже не девушка. Ей другое надо. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Пьяные соседи. Право. Все записываю на камеру, на видео. Они ударили. Он ударил моего мужа. Вот это. Это квартирант. Ну тут записано, можете разобрать. Он его вчера просил. Они сильно топочет. И еще немножечко про моих любимых неадекватных соседей. Если я живу на втором этаже, то на четвертом живет один неадекватный товарищ, который ежегодно по весне звонит участковому и вызывает на меня полицию. Ведь ему кажется, что я тут на втором этаже издеваюсь над своим ребенком, потому что он постоянно кричит. И доходило до безумия, что полиция приезжала даже в часа в 3 ночи, когда я открывал дверь. У меня все, конечно же, спят. Ну и полиция удивлена, типа, а что нас вызвали? Я говорю, да пошел он. И, конечно же, рано или поздно я с ним познакомился. Была такая неприятная ругань. К сожалению, я ее не записал. Ну, чувак, походу, эту весну больше не будет мне звонить. Вот. Я понимаю, да, там тихий час и дела. Ну, меня никто известность, во-первых, не ставил. Перед тем, как я начал. Давай так, я стучался в дверь. Ты Когда сейчас? Нет, вообще, как это было? Ну, кто-то стучался, но я же не знаю, кто. Ну, то есть я не утверждаю, это вы или кто-то еще там. Ну, открыть можно было, я стучался очень настойчиво, пытался дать знать, кто тут. Я работаю на улице строительной. Звонок не работает. Оператор, когда работаю, работаю на улице строительной. Поэтому вот все претензии перетащат. Потом кто там, может, и стучался, для меня это тихий звук. Пытался как-то дать знать, что, ребята, тихий час. По закону, как бы, звонит до 4, ты должен сам знать, что это нельзя шуметь. Ну, везде по-разному, где-то с часу до 3, где-то до 4. Где-то министров есть. Может быть, я в этом не сталкивался. Плюс еще есть, ну, внутренние ребята. Вроде как там такое-то. Я просто тоже занимаюсь, это внизу засипано. Занимается. До 5. На чем висишь? Остановились. На чем висишь? Что еще раз не слышу? Что делаю? Что принимаешь? Что это такое? Как это понять?
Я не понимаю, что вы имеете в виду. Депрессанты какие-то, может быть, нет? Ага. А вы? Что вы принимаете? Только водичку с крана. Ну, по вам видно, да. Да. Ты что там, полицию вызвали? Полиция будет? Хотела Мгм. поговорить. Не знаю. А вы хотите вызвать? Вызовите вы. Может, нам что объясняли? Да, а ваше какое дело? Я мало чем могу объяснять. Вызывайте полицию. Ну вы же мне угрожаете, полиция. Я? Да нет, это вы пока угрожаете, препятствуете мне проникнуть в квартиру. Вот, применяете физическую силу, я не могу дверь закрыть из-за вас. Девушка, вы что перепутали? Какую силу солнца? В том, что вы видели? Да, видела. Вот сейчас снимаю. Ну, давайте закроем дверь и проверим. Можешь отойти? Я продемонстрирую. Шуметь будем или нет? Вот сосед мне препятствует закрыть двери в квартиру. Я спрашиваю, еще в тихое время будем шуметь или нет? В тихое время до 6 вечера по закону я имею право делать ремонт. С 2 до 4 можно? Так, зафиксировано. Фиксировать? Анна. Ну, не разговаривай, не говори им никакой информации обо мне, пожалуйста. Это больные люди, ты же видишь, это психически больные люди. Не надо, пожалуйста, обо мне ничего этим странным товарищам рассказывать. И снизу, рассказывать. мусор с окна выбрасываете. Ну, сейчас я вижу, вы больной, вы не даете мне закрыть дверь. А это уже то, что вы рассказываете, тут какой-то бред. Это уже... Так, вот сосед не дает закрыть дверь. Совершенно невменяемый больной человек. Вот он отталкивает дверь, не дает закрыть. Это тоже сосед. Анна. Совершенно больной. Почему? Ну, не знаю, не повезло вам. У вас правда есть? Угу. А у вас? Вас спросили, у вас есть справка? А у вас есть? Потому что здоровая есть. У вас есть справочка? Сосед, кстати, с 61-й квартиры совершенно больной, угрожает, какие-то проклятия пытался мне тут озвучивать. Ты в Инстаграме? Вы можете повторить, что вы там мне желали еще раз на камеру? В Инстаграме или где? А? Дорогой и невменяемый человек 61-й квартиры, не хотите повторить, что словарный запас закончился? Ты с ним поговори. Ну, будет перерыв до 4. Постарайся. Ну, я же говорю, можно шумная работа. Ну как шумная? Шуруп крутить, это считается шумной или не шумной? Поменьше, двое детей маленьких. Я это понимаю, но так... 4. Да, мне сегодня просто не получилось раньше приехать. Ну, так, ну. Но сегодня я хочу закончить. У меня потом нет возможности. Сегодня заканчиваете, дай вам Бог нормально заканчивать. Вот если приедет полиция или милиция, или кого там... Так, мы здесь. Прекрасная вызвала, да, мы всем откроем дверь, со всеми поговорим. Угу. А сами вы не в состоянии, да, вызвать милицию, если вас что-то беспокоило, какой-то шум, вам нужно провоцировать вот этот конфликт, физическую силу. Где? Зачем? Я думал, что если я постучусь и скажу, не извините, не стучите, не бейте перфоратором, то мне откроют, скажут, да, мы сделаем перерыв. Да вы что? 1,5 часа пусть дети Да вы поспят, что? потом продолжим. Да вы что? Но вы же по-хорошему не понимаете. Ну, так вызывайте милицию, что ж такое, надо двери ломать и препятствовать проникнуть в помещение? Ну, какие-то ваши шизофренические методы. Я здесь дома. Давай, дальше. Звони. Я здесь заходи. Вовсе зальешь? Чай мощу. Накормлю, напою. Какого это? Удачи. Благодарю. Давай. Идем. Хочу, кстати, поблагодарить всех, кто скидывает донаты в поддержку нашего канала в это тяжелое время для всех ютуберов. К сожалению, многие почему-то не подписываются. Не забывайте при отправке платежей писать, кого мне поздравить. Например, как Женю из Мурманска. Спасибо тебе, друг. Все остальные, кто вот высылал денежку, ну отпишитесь, чтобы понимать, кому выслать свой пламенный привет. Ну а если у вас вдруг появилось непреодолимое желание поддержать всю команду «Странной жизни», то
Как это можно сделать, вы найдете в описании к данному видео. И не надо тут ля-ля и тополя. Вы сможете все высказать не только мне, но и лучше своим соседям. Они наверняка ждут любого такого случая, чтобы поругаться. Что проблема, не понимаю? Тебе! Какая проблема? Ты приватизировал квартиру! Да? Ну и что там хочешь сказать? На, смотри. Приватизировал, а снимает меня, ты смотри. На всякий случай. Судье, смотри, приватизирована она, нет? Она приватизирована. Правда? Правда? Ой, а я не знал. Ну ты не знаешь. Представляешь, а я не знал. Нет, не уберем. Не улетит. На вы. Вызывай Машку 2. Пошел. Я сказал, да не пойду я. Так. Пойду, Я хочу попасть в свою комнату. правда? Да. Была когда-то твоя. Она сейчас моя. Правда? Да. Где она приватизирована? Тебе какое дело, не понимаешь? Что такое? А ты с чем ты? Мальчик. Не надо мне уебать. А ты говорил, что в машине, блядь, и сказал, Пошел отсюда! Да не пойду я отсюда! я сейчас соседей соберу, хочешь? Да собирай, пожалуйста. Хочешь? Хочу. Ну, что Давай, ты? действуй. Что твоя проститутка к мамке не пришла, блядь? Шлюха, Это поаккуратнее тут. поаккуратнее, блядь. Давай сначала, блядь. Я хочу попасть. Институт закончил, а говорить не разговаривай. Пошел отсюда! Да никуда я не пойду, иди ты отсюда! Иди ты, мразь! Про мразь! Что ты идешь сюда? Жить здесь я буду! Правда? А отца стать не хочешь, блядь? Нет, поверь, у тебя Правда? нет. Деньги за ремонт, на. Что? Что? Пускай меня, пожалуйста. Иди. Ключи от двери дай, пожалуйста. Нет, не дам. После суда я тебе скажу. Какого суда? 17 октября Ты при чем? будет суд. И суд решит, пускать вас или не пускать. А пока сказали не пускать. Дай сюда. Понял? Кто тебе сказал не пускать? Кто мне сказал? Пока вас не пускать, только после суда суд все решит. Да. Сколько долгов у вас? 500 с лишним тысяч. Ты свои деньги считай. А я что мне считать? У меня все нормально. Вот и свои считай. Ну и все, до свидания. Никакое до свидания. Я тебе сказал. Я в комнату свою иду. Нет. Пошел. Ты в комнату ты войдешь, блядь, после суда. Я тебе сказал, после суда, блядь, ты войдешь сюда. Я сейчас дойду. Иди. Топай туда. Топай будешь в тюрьму, блядь. Шакал вонючий, блядь. Да. Мошенник, блядь, не надо тебе. Пошел, вызывай ментов, Маш, вызывай ментов. И эти, как их называют, коллекторов, которым он должен. Че, сышь, урод, даже в глаза не должен. А какого хера ты мои письма читаешь, а? А я не читаю, они приходят, понимаешь? Сами приходят Да, люди, я да, открываю. и говорят, что ты, блядь, мошенник, что ты, блядь, да. Тебя даже, блядь, из этого, из Казани приходили. Да что ты говоришь? Да. С ума сойти. Да. Что нам тебе здесь? Жить. Пошел, блядь, Сама иди туда. отсосешь, блядь, что ты снимаешь, придурок, блядь? Вас. Есть люди, блядь. Мать, твоя ментов! Вы что беспределите-то, ёпта? Друзья, напишите в комментариях свои истории про своих соседей. Давайте делиться историями. Мне кажется, много прикольных вещей происходит в нашем мире. Вот в том маленьком мире, который мы называем подъездом, этаж и так далее. Давайте обсудим это и просто банально поржем над ситуациями. Сань, вызови полицию. На всякий случай. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Отличненько. Да. Здравствуйте. Ну, куры это хорошо, если будет.
А давно построили заборчик? Да, с 21 Конечно, мая. 21 мая? Это у него ничего не было. 10 дней он стоял без ничего. Потом Да. с 1 июня у него появилась... задними числами расписка о том, что якобы для обезопасить, чтобы наших детей и нас, в том числе и наши машины, она решила для того, чтобы провести свои ремонтные работы, она огородила. Но там же ж полноценно дверь, замок. Это последнее. Видите, Да. нам Это последнее. И что здесь написано? Нам, получается, советуют Ух ты, простите. либо решать самим. Это кто советует? Жилкомсервис, да, департамент жилищного жилищного хозяйства. Да. Либо же обращаться в суд. Не, ну понятно, что по земельным вопросам мы в суд должны обращаться, да, то есть незаконная. Не, нормально так. Я просто этого забора не видел. А мы уже поняли? Да. Это все нормально. Так продолжайте дальше уже. Так мы же В общем, нас позвали местные жители, что, к сожалению, вот есть соседи такие, которые взяли заборчик себе поставили на морозе. Вот. Что является захватом земли. Вызвали полицию? И она его установила неправильно, она захватила кусок земли. Так это не имущество, она и ваше имущество захватила. Нет, а земля не сломать, если его аккуратно снять, разобрать. Я говорю, да, его надо разобрать и его под дверь и положить. Конечно, это ваше имущество. Вы в этом доме живете? Конечно, здесь другую уже Мы строят. все в этом дворе. А вы просили их убрать этот забор? Конечно, И что она говорит? Там мы полицию 3 раза привызывали. Смеется, как Она сказала, послушайте, она сказала, что я обещаю вам, когда я закончу все ремонтные, внешние и смену козырька, я уберу этот забор. А когда? Ну, до 25 августа. Но дело в том, что никто не хочет браться за маленький участок, смену козырька. То есть нету конкретной даты, потому что она не может найти подрядчика, кто и сменит козырек. И мотивируя тем, что пока я не сменю козырек, я не разберу все эти ворота. Да не, ну это не мотивация, да, это на самом деле это отмазки. как бы Там под Отмазки дверью какие-то. есть дверь, как у всех людей. Это ж был магазин, Можно понятно. еще ж козырек один Ну ты уже пристроить его к остановке. Давай в подъезд двери, все проблемы решены. А, здесь магазин был, да? Да, конечно. Сейчас нежилое квартира, имущество, оно и осталось как нежилое, оно не является жилым, оно, наверное, по-моему, осталось нежилым, потому что здесь библиотека была когда-то. Его перевести в жилой фонд, это не Потом... Не, ну это ее уже право, она может, я так понимаю, она ж не жилым. Она ж хоть в магазине будет жить, да, разница. И что вам полиция ответила? Да ничего, они приехали, мы участковые. Они у них проверили документы, и те точно так же пообещали, что пока вместе не будут окончены. Не, они сказали, мы отдаем, передаем материал участковому, пусть приходит участковый, Да, и на месте тут решайте с участковым, пусть какие-то там админ-акты. Ну, а участковый приходил? Нет, Никто не приходил, но мы же тоже не можем его бегать искать. Его и на месте никак. Это вам говорили, что все схвачено, да? Да, да. Она, смотрите, у нас 4 квартиры на этаже, правильно? Вот, значит, вот это 2 квартиры, условно. Да. Это магазин был с 61 года. Потом, ну, он себя не окупил, и начали тут то под склад, то под ЖЭК, даже немножко был избирательный участок. А потом он исчез из поля зрения, мы вообще не знаем, что здесь было. Вот тихо, и все. Потом бац, начали свести работы. Сань, пофоткай, Оказывается, пожалуйста. Разделили этот магазин на 2 части, там живет 1 человек, здесь живет 2 человек. Тут тихонько себе делает с той стороны, но он там аккуратно сделал и никому не мешает. А вот, пожалуйста, у нас здесь пошли проблемы. Скажите, она шезлонг выносит и там отдыхает на территории. Ну серьезно. Да, она здесь себе как бы в халатике выскочила, заскочила. Типа вы тут дураки все, а я здесь вот такая грамма. Понятно. Вот смотрите, люк разломали. А есть ответ от участкового? Официальный? Нет, он вообще проигнорировал. Смотри, по закону есть такая статья «Захват территории». Это уголовно наказуемое деяние. Уголовно наказуемое деяние. То есть вообще по хорошим делам здесь должно быть уголовное дело. И их должны привлекать к уголовной ответственности. Сейчас мы вызвали полицию. Добьемся того, чтобы внесли в ЕРДР, что является уголовным делом. Вы поняли? Да, не просто в журнал ДАТ.ИО, да. Нет, это должно быть уголовное дело. Номер в журнал, да? Да это журнал, это все короче, такое. Потом он уголовное дело. вписывается. Они Должно быть возбуждают. уголовное дело.
Сейчас мы все возбудим. Мы сейчас внесем Они просто ЕРДР. полиция, да, Это они какой? полиция. Какой район это у нас? Слобожанск. Сейчас мы вызовем сюда следственно-оперативную группу, чтобы они осмотрели и сфотографировали все. Да. Следственно-оперативная группа приехала. Здравствуйте. Где Алена? Сейчас спускается заявитель. Вот местных жителей можете пока просить. Смотрите, у нас незаконная постройка. Уже один раз обращались. Ограждение, да, на секунду? Да. У нас же есть там или 197-я, что захват земли, или 356-я самоуправство. Ну что-нибудь надо придумать. А кто именно, мы знаем? Да, вот тут люди как бы живут. Люди, которые живут. проживают в этой квартире. покажет вам. Нам бы хотели, чтобы следователь осмотр сделал. Пофотографировали, потому что не может такого быть. Люди жалуются, потому что, посмотрите, взяли во дворе на морозе забор поставили. Если бы, конечно, внесли вы в ЕРДР, мы были благодарны, и, может быть, они быстрее бы зашевелились. Да, вот тротуар, пожалуйста. Тротуар. И на морозе просто забор на тротуар, дырочки поделали. Да посмотрите на наши рожи, у нас же не лучше рожи. Разломаем, все нормально. Видите, поприличнее, чем она. Да ладно. Это потому что... Просто в асфальт разбивали гвозди. На морозе на полном. Тут же, понимаете... Спасибо, до свидания. А сколько нам приблизительно ждать? Так, там мы в течение суток узнаем, будет ЕРДР или нет. По данному заявлению, по нашему. Завтра, Лен, позвони, пожалуйста. Да, хорошо. И уже оттуда будем писать. Если ЕРДР не сделают нам, то мы, значит, будем действовать уже самостоятельно. Значит, нам на полицию рассчитывать нечего. Правильно? Я уже упоминал, что вот мое мнение, почему у нас такие специфические отношения с соседями, кроется в советском прошлом. Но я, знаете, тут подумал, повспоминал, мое детство прошло в Казахстане, в Алмате. И вот это, можно сказать, практически советское, постсоветский вот этот период, еще 90-е. И я не помню, чтобы у нас были конфликты. Да, мы все друг друга знали, все общались, каких-то вот таких вот конфликтов, не происходило. Но хотя вот все эти видюшечки посмотришь, кажется, как вот мои воспоминания, как сейчас, это как небо и земля. Вас как вы вот со своими соседями ладите? Тоже напишите в комментариях. Позовите хозяйку. Эй, друзья, хозяйку позовите. Хозяйку позовите. Позовите хозяйку сюда. Еще раз, говорит, к окну подойдут. Кот, вот он ломится в окно. Хозяйку Делать нечего, надо глядеть за ним. Позовите, пожалуйста. В чем дело? Говори мне. Позовите. Говори мне, в чем дело. Я не ты. Какого стекла нашего окна? Екатерина Владимировна, окно выходит на мою территорию. И что? Пожалуйста, И закройте. что, вали отсюда. Ментов, вызвали меня. Я? И в суд еще раз подай. Я? Вызывай меня. Дотронься до окна, руки все повырывают. Я вашими миазмами дышать не согласна. Не дыши, нехуй у нашего окна. Хочешь ваш- войны? Я тебе ничего, устрою войну. я ничего Я не тебе хочу. устрою войну. Я ничего не хочу. Тихо, я мирно вас, живем. я вас не трогаю. Давай, давай. Пожалуйста. Вызывай ментов. Убери свои Вызывай ментов. руки И отсюда. вообще чтобы отойди нас отсюда. Это и моя, это ее территория. Закройте. Это моя территория. Закройте, Свой закрой. пожалуйста, Ну сейчас окно. Я вас получится. прошу по-хорошему, закройте. Закройте, пожалуйста, окно. Нет, окно будет, значит, оно будет забито с моей стороны, понимаешь? Значит, Тогда будет... я на вас в суд подам, если вы Подавай, испортите мое пожалуйста. имущество. Я придет, и найду не надо способ. трогать мою Пожалуйста, Мое окно. окно. Я не хочу, чтобы дышать вашими Вы не миазмами. косите около моего окна. Не Это надо. моя Это моя территория. территория.
Екатерина Владимировна, это моя территория. А это мой дом. Ну и Нормально. что? Ну и Ну и что? что? Вот так, они через окно У вас смотрят. есть Вам что, окна? больше заняться нечем? Только около моего окна постоять? Так, я посмотреть, еще открыто раз оно говорю, у меня или закройте окно. Ваш кот лазит на моей территории. Где он лазит? И мой кот сейчас к вам залезет. Так, Каким образом он? пожалуйста. Он сюда запрыгивает. Я вас прошу Как по-хорошему. залезет, обратно отдадим. Так, Мгм. послушайте меня. Мне не Я надо. Вас гораздо. К моему окну. Пожалуйста, закройте окно. Я Не вас надо прошу. лезть к моему окну. Пожалуйста. Сейчас оно будет открыто. Нет, Не будет оно пожалуйста, открыто. Закройте окно. Пожалуйста, закройте окно. Я вас прошу Нет. по-хорошему. Оно Я не находится закрою. на моей территории. Пожалуйста, закройте окно. Я не буду закрывать. Значит, мы будем действовать по-другому. Я вас еще раз прошу, пожалуйста, закройте окно. А мою собственность трогать не надо. А мою не можно имеете права. собственность? А вы сейчас будете Я на моей сейчас собственности, на а у меня твоей вещи собственности. И пылить ты будешь сюда Не сейчас надо на мою тыкать, собственность. Не Вызывай надо, милицию. не надо тыкать мне, А не пожалуйста. надо стоять и Екатерина указывать, нам открыть Владимировна, нам окно я или вам не нет. указываю, я вам еще раз говорю. Я Я сколько не раз буду уже закрывать. сказала. Хорошо, хорошо. Не будете? Хорошо. Не буду. будет. Нет. Хорошо, хорошо. Твоя малолетка Если ты, блядь, с ней так разобраться. будешь разговаривать, ты с отсюда, блядь. Все, нахуй, сейчас Если- еще слово, я мусоров вызову. Давай, Вызываю. давай, мы Окей, сейчас нахуй. разберемся, Окей, давай. Окей, нахуй. Вызывай. Вызываю. Окей. Если ты не можешь разобраться со своей гребаной малолеткой, Свою, не понятно, надо блядь? со мной так разговаривать. И со мной так не надо разговаривать, Ты и не мою можешь девушку так справиться называть. со своей дурой, Окей. малолетней. Женщина вам 30-40. Ну ты чё, нахуй? С квартиры Ты, выйди. блядь, ушел. Сюда иди. Убери да. свою С квартиры вышла из и нашей. что будет? Да выйди ты. Из квартиры Что вышла. будет? Я уже полицию вызываю. С квартиры Вызывай. выйди. Да выйди ты. Я это, блядь, отцу. Ты что от него? Я вам спросила, вы чьи Свет не кидали? трогай, блядь. И что Тебе будет? кто кидал? Что тебе кидали? Бычки, кто сейчас только что кидал? Погоди. Не Мы лезь в мой дом. разговаривали. Мне пофиг, Мы что ты разговаривали С дома уже. моего ушла и дверь мою выкинь. Слышишь? Мы разговаривали по поводу этого. Иди отсюда. Мы раз... Ты на блядь, чмо тут. Ну, пока мне еще не стали стучаться в стенку и по трубам, давайте завершать наше видео. Да, и чувствую, мне теперь нужно с осторожностью выходить из квартиры. Кто-нибудь, да, стопудово посмотрит этот видосик. Ну, а чтобы точно уж соседи это увидели, а вы же этого хотите, чтобы я потом снял наши разборки, то обязательно поделитесь данным видео в своих социальных сетях. Ну и, конечно же, ставьте лайки, ведь говорят, от каждого лайка на одного неадекватного соседа становится меньше. Ну и не забывайте подписываться на Безумие. Впереди еще у нас очень и очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Пока-пока.